Codemasters. Всем привет, с вами Макс, вы на канале Top Dry Games, и сегодня у нас на обзоре Colin McRae Rally 2. В 2000 году компания Codemasters выпустила вторую часть полюбившегося всем автосимулятора Colin McRae Rally. Игра релизнулась на PlayStation и через пару месяцев на ПК, причем ПК-версия значительно лучше по графонию. А версия Game Boy Advance появилась в 2002 году. Во второй части сильно улучшили графику, как я и уже и говорил. Движок доработали, управление стало более реалистичным. Интерфейс сделан в минималистичном стиле, как вы видите. Но не все функции перенесли из первой части. Игра лишилась игры за реальных пилотов. Пропал режим автошколы. И этапы Новой Зеландии и Индонезии больше недоступны. Но зато появился аркадный режим с соперниками и многопользовательская игра на 8 игроков. У игры, как обычно, высокие оценки, и я просто офигел, когда я запустил эту игру. Вы посмотрите, это, кстати, ПК-версия, мы еще обязательно запустим версию для PlayStation 1 и посмотрим, чем она отличается от ПК-версии. Но вы посмотрите, игра работает в Full HD разрешении. Причем я вначале ее, как только скачал, установил, она, в настройках графики Full HD поставил. Но потом она почему-то запускалась в окне. Я поставил еще один патч. И теперь, во-первых, Full HD. Во-вторых, широкоформатный экран поддерживается. Насчет FPS не знаю, мы посмотрим. В-четвертых, геймпад от PlayStation 5 через эмулятор геймпада Xbox 360 тут работает. И давайте сразу же пролетимся по менюшке, посмотрим, что тут вообще есть. Для начала залетаем в настройки. Это я уже управляю все с геймпада, графика. Да, тут есть раздельный экран. Можно выбрать, как делить по вертикали или по горизонтали. Автомобиль призрак, единицы измерения километров в час. Можно выбрать 3 вида спидометра. Есть обычный, есть цифровой, есть аналоговый. Но оставим обычный. Дополнительные настройки. Отражение кубическое. Так, применение карты затенения включить. Графическая карта, разрешение экрана выбрано. Фильтрация стреления, дальность прорисовки на максимум, детализация тут полно высокая. Так, это все окей. Далее. Давайте громкость музыки убавим. Куда нам такая громкость музыки? Так, а это все оставим на максимум. Далее, таблица рекордов здесь есть, можем посмотреть. Управление, вот. Самое офигенное, да.
Мы можем здесь выбрать сразу контроль. Блин, НФС, учитесь, блин, это Калин Макайрали 2000 года. Здесь можно выбрать рулевое управление аналоговое или кнопками. Гастормоз аналоговое или кнопками, блин. Обратная связь. Плавное управление, да или нет. Офигеть. Вы посмотрите, да, я тут могу назначить кнопки. А также там можно настроить мертвую зону. Так, это все окей. Далее погнали. Также управление для второго игрока мы можем настроить. Есть игра по сети. Допустим, играть без регистрации. Подключение через последовательность порт Direct Play. Через протоколы интернета по IP-шнику. Кстати, мы, может, попробуем потом поиграть по сетке. Получится у нас это или нет. Итак, вот и режим аркада. Здесь есть чемпионат, есть один заезд, а есть участки на время. И давайте же сразу посмотрим. Так. Здесь один игрок и 2 игрока можно выбрать. Так, давайте создать нового пилота. Создадим нового пилота. Это что? Вот имени. A few moments later. Так, дату мы поставили. Теперь мы выбираем автомобиль. Что у нас по машинам? Ford Focus, Mitsubishi Lancer, Toyota Corolla, Subaru Impreza, Peugeot 206, Seat Cordoba. И все. И все они, короче, полноприводные. Блин, очень мне нравится стилизация меню. Вообще, блин, вообще кайф. Кстати, тачки отличаются по весу только. Лансер самый тяжелый. Давайте... Кстати, на обложке у нас здесь теперь Ford Focus, а раньше была Subaru. Так, допустим, Ford Focus, конечно же, ручная. Эксперт нам недоступен, но давайте любитель. Так, Италия, Швеция или Греция. Погнали, Италия. Так, количество кругов. Ну, пускай будет 3. Вот, число компьютерных игроков у нас здесь есть. Охренеть. Так, ну, первым делом бросается... Это русская озвучка игры. Воу-воу-воу, что тут творится-то? Так, мы на втором месте. Ух, его как заносило-то. Да, почему-то есть просадки по FPS, но я не понимаю, из-за чего они. Но игра старая, в принципе, тут и так понятно. На современных системах будут проблемы. Хотя я эту проблему уже попытался решить, но, видимо, не особо помогло. У нас лучшее время, но... Офигеть, нас, блин, затаранили. Ладно, окей, попробуем догнать их. Кстати, как они быстро едут. Ну, графоний здесь, конечно, прям на порядок лучше. Затаранили. Да, и в этом режиме здесь нету у нас вида из салона и нету повреждений. Но я знаю, почему это сделано. Это чтобы на всех системах игра стабильно шла. Но вот, конечно, раздражают вот эти падения FPS. Из-за этих падений FPS не получается особо стабильно ехать. Не знаю, с чем это связано. Ну, точнее, как исправить эту ситуацию. Я вроде нашел инфу в интернете, но сделал все по инструкции, но не помогло мне. Ладно, ничего страшного, можно смириться.
Как же мы раньше все играли. Так, мы финишировали на 3-м месте. Но если бы нас там не затаранили, тут даже вот режим повтора есть. Кстати, очень люблю смотреть повторы. Не, ну графика реально, блин, зачет. Так, ладно, погнали дальше. Покинуть. Так, пилоты. Пилоты ралли. Ралли, нам нужно ралли. Итак, тут есть соревнования, участок на время, 1 участок, 1 этап и чемпионат. Нам нужен чемпионат. Новая игра. Погнали на любителя. Так, 1, 2, 3, 4. 4 игрока. Нифига себе. Я так понимаю, что это по очереди играть. Играть как Макс. Так, что мы выберем? Ford Focus, Mitsubishi Lancer, Toyota Corolla, Subaru Impreza, Peugeot 206, Seat Cordoba. Я вот даже, если честно, не знаю, на чем поехать. На Фокусе, в принципе. Ну, раз это и машина-обложка на обложке, то погнали на ней. Добро пожаловать, Финляндия. Широкие гравиевые и грунтовые трассы делают этот этап одним из самых быстрых в мире, а трамплины и прыжки на длинных поворотах выделяют его в разряд очень опасных, но при этом наиболее зрелищных этапов. Блин, русская озвучка вообще зачет. Так, мы попадаем в информационное меню. Здесь мы можем посмотреть погоду, длину участка, время суток. У нас 6 часов утра, длина 5 километров, дорога 80% гравий, 20% грунт. Здесь у нас и второй участок сразу можем посмотреть. Кстати, температура 7 градусов, а следующий этап у нас уже 20-очка будет. Ух ты, блин, какое меню-то классное. Здесь мы можем настроить машины, выбрать тип покрышек, да, у нас тут под гравий, под грунт, под асфальт, под снег. Коробку передач можем сделать короче, либо длиннее. Подвеску мягче или жестче. Баланс мощности сделать назад или вперед, баланс тормозов, силу тормозов, управляемость. Причем, кстати, каждая настройка занимает время. И у нас есть 60 минут до заезда. Кстати, мощность фокуса 300 лошадиных сил, вес 1230 килограмм, полный привод. Так, ну, в принципе, ничего не будем делать. Здесь, кстати, мы можем отремонтировать это все. И также тут время замены у нас учитывается. Так, ну все, погнали, старт. Ох ты. 2, 1, старт. Блин, какой офигенный звук. 76 направо и трамплин, затем длинный 5 налево, сложный. Вы только посмотрите. Воу-воу-воу. Посмотрите на эту графику. 3 направо, дальше грунт. 30 трамплин и 5 направо. Ого. 30 трамплин и 6 налево. Вы посмотрите, 6 направо. какие повреждения офигенские. 30 трамплин, затем 4 направо. 35 налево через трамплин и 6 направо, дальше гравий. Затем Какие 6 трамплин, офигенные затем 5 звуки направо. блоу-оффа. Затем 5 направо. Так. 33 налево. Надо тут 30 длинный побольше 5 тормозить просто. Посильнее. 30 трамплин, затем 4 направо. Затем Мне налево, очень затем нравится 5 здесь направо. выхлоп. Он 50 очень длинный круто 5 проделан. налево. Вот это огонь, я понимаю. 30 длинный Не 5 во всех направо. современных играх такое пламя из турбы сделано. И трамплин, затем длинный 5 налево, сложный. 50, возможен полет. Вы Затем посмотрите, 10 да, налево и как через трамплин. стекла бьются. Блин, ну, 50, длинный 5 игра направо. реально четкая. Не стыдно играть даже в 2022 55 году. направо, 30 трамплин, затем длинный 4 налево. Кстати, шестая передача последняя. 35 направо, затем 6 Ой, как мне налево. нравится газ отпускать. Отпускаешь и сразу такая... ту-ту-ту-ту-ту.
Как из автомата, блин, фигачит. 55 направо. 50. Возможен полет. Затем 5 налево. Русская озвучка. Кстати, назад, Направо 36. да, посмотреть. Налево. Затем 6 Очень направо. классная 35 камера. Налево. 36 налево. Через трамплин 36. От спойлера. Направо. Затем 5 направо. Через трамплин. Так, еще надо посмотреть 55 вид. налево. Так. 50. Тихо, тихо, тихо. 56 направо. Затем полет. Вау. Затем трамплин и длинный 5 налево. Сложный. Офигенно. 54 направо. Сложный. У нас меняется звук. Внутри машины меняется звук. И очень классно. Как освещение тут сделано, да? Прям, ну, фары светятся. Да, ну, немножко мы тут... Так, о, Макс, вы установили рекорд на этой трассе. Спасибо, причем неплохо мы так проехали. Давайте следующий... 3, 2, 1, старт. Анимация, да, руля. Анимация переключения передач. 50 полет. Камера дергается от кочек. 50 полет и 6 направо. Пипец, 30 2000 налево, год. через трамплин, затем 5 налево. Да, НФСу, конечно, до такого в те года было далеко. 56 направо. Затем Офигеть, 5 как... налево. Блин, вы уж извините меня, что я так... 30 полет. Офигеть, офигеть. Ну просто я 75 налево, затем 5 не направо. ожидал такого. Что настолько проделана игра. Тени от деревьев. Что-то этот этап плохо проехал. 50 трамплин, затем 5 налево, сложный, затем 3 направо. Воу. Да, надо сменить. Сменить вид. А, блин, я целиком весь этап. Вот я лох. Да, вот так надо вид поменять, потому что немножко Старт. неудобно с тем видом играть. 76 направо. И трамплин, затем длинный 5 налево, сложный. Но, возможно, если бы я был на руле, я бы играл с тем видом. 70 Надо, поворот, кстати, 3 будет направо, попробовать дальше подключить руль. 30 трамплин и 5 направо. 30 Еду на трамплин, ручной 6 коробке налево. передач. 36 направо, 35 налево. 30 трамплин, затем 4 направо. 35 Также тут налево, пачкаются через машины. трамплин и 6 направо, дальше гравий. Затем 6 трамплин, затем 5 направо. И насколько пять приятная направо. физика здесь. Вот реально, ну, 33 налево. тачки прям управляются хорошо. Ты чувствуешь, что ты едешь не по асфальту, а Трамплин, затем по гравию. 4 направо. Затем налево, И затем машину, 5 как и направо. положено, заносит. 50, длинный 3 налево. 30, длинный 5 направо. До И чего трамплин, мне нравятся затем здесь длинный звуки 5 машины. налево, сложный. Блин, Blow-Off тут просто топовый. 50, возможен полет. Затем 5 налево, через трамплин. Машина так 50, приземляется. длинный 5 направо. Звук. Мы сейчас вообще 55 рекорд поставим. направо, 30, трамплин, затем длинный 4 налево. На 8 секунд лидируем. 35 направо, затем 6 налево. 53 направо. Затем 3 направо. Отражение, да, на кузове. 50, В возможен стеклах. полет, затем 5 налево. Видим, что внутри в Затем салоне. трамплин и 6 направо, 36 налево, затем 6 направо, 35 налево. Да, 36 а кстати, налево, через трамплин, 36 только сейчас обратил направо. внимание, динамическая Затем смена 5 направо, времени через трамплин. суток здесь. 55 Мы начинали, потому налево. что было еще темно, фары у нас горели. А сейчас у нас фары 50, выключены. возможен полет. 56 направо, Капец. затем полет. Затем трамплин и длинный 5 налево, сложный. 54 Да, направо, максималка, сложный. кстати, у машины не особо большая. Окей. 2 минуты 26 секунд. Да, вот видите, мы ночью начинали, а приехали днем.
Так, второй участок. 2, Let's go. 1. Старт. Тут, кстати, нам не дают включить первую передачу, пока мы стоим на старте. 50 полет. 50 полет и 6 направо. 35 налево через трамплин, затем 5 налево. Аккуратно. 30 длинный, 5 направо, сложный. 56 направо. Затем 5 налево. 36 направо. 30 полет. 75 налево, затем 5 И локации, направо. кстати, такие интересные. 70 трамплин и затяжной, 6 направо. Это у нас еще дождя нету. Затем Я бы налево, хотел еще в дождь попробовать проехать. Затем 3 направо. Возможно, следующий этап будет с дождем. 33 налево. 50 длинный, 4 направо. Затем 6 трамплин. 56 налево, 36 направо. Блин, и вот 6 я трамплин. задел, да, немножко машину. 75 А, налево, через точнее, трамплин и 5 машиной направо. задел ограждение. И, 55 ну, направо. чисто шаркнул, да, и машине ничего не случилось. 36 А если бы налево. мы сейчас в только рейс-драйвер играли, Дальше грунт. то у нас бы уже машина мятая была. 5 налево, затем 4 направо. Тихо, Затем тихо. полет. 100 полет, затем 5 направо. Затем 6 Лучше налево. притормозить. 70 полет и 6 направо, 30. Возможен полет. Да, полет, так, еще полет. А, максималочка. Почти что 200 км в час. И 6 налево. 30 трамплин и 5 налево. 75 направо. 70 трамплин и 6 налево. Блин, мне кажется, или колеса еще 54 пачкаются. направо, дальше гравий. 30 трамплин и 4 направо. 70 длинный, Ну и 4 щас мы налево, финишируем. сложный через трамплин. 36 Оу. направо. 56 трамплин. Что-то затем прям мы 6 выехали. направо, затем 6 налево. Окей. Но могли бы проехать быстрее. Мы лоханулись в том повороте. Так, ну понятно, лучший результат. Так, следующий участок у нас опять ясно, без дождя. Ну, давайте, ладно, выйдем отсюда, сохранимся, перезаписать... А, новый файл. Да, сохраним чемпионат, мало ли мы еще сюда вернемся. Так, данные чемпионат сохранены, да, выйти в главное меню и давайте посмотрим. Так, один этап, любитель, один игрок. Ну, давайте как Макс. Так, ну давайте прокатимся на Субарике. Ручная коробка. Так, Финляндия. А, ну те же этапы, да. А я хочу, блин, попробовать какой-нибудь... Ну, ладно, давайте участок попробуем. Без регистрации, может. Так, Subaru. Ручная. Вот, да, здесь можно выбрать. Допустим, Швеция. А, Швеция у нас снег. Так, а Греция? Так, Финляндия. Во! Тут грязь у нас есть. Так, ну грязь она и всегда и была. Мне нужен... А, вот здесь можно выбрать. Все, понял. Давайте опять же этот этап. И у нас есть... Вот 30% грязь. Изморозь. Погнали в изморозь скатаемся. А, причем тут и гроза может быть. Только не на этом этапе. Давайте выберем... Я хочу посмотреть просто на погодные условия. Так. Ой, нет. Играть без регистрации. Так, где там Субарик? Угу. Значит, нам нужна, наверное, Франция. А, тут вообще только асфальт. А тут гравий. 100%. Облачно и ясно. Да, у нас еще многие этапы не открыты.
Хорошо, погнали снег в пургу. Вот это будет интересно. Старт. Вау. 3, 2, 1, старт. 33 налево через трамплин. 50 Да, и машины, кстати, отличаются по салону. 30 трамплин и 3 направо. 70 трамплин, затем 4 направо. Затем 3 налево. Оу. 70 трамплин и 4 направо. 33 налево. Так, это понятно. Давайте тогда посмотрим еще изморозь. Один участок, любитель, один без регистрации. Ну, давайте Короллу. Ручная коробка. Финляндия. Этап 4. Изморозь. Погнали. Что у нас в изморозь? 3, Дворник будет работать? Да, дворники работают. старт. 4 налево. Затем 5 направо. Да, кстати, к сожалению, 35 направо через трамплин. типа вот же ручка переключения передачи, а он куда-то вниз тянется. Затем Или это ручник, но в любом случае я жму ручник, и он его не затем дергает. длинный 5 налево. Вот и машина пачкается. Затем трамплин и 6 Кстати, направо. Королла классно управляется. 35 направо. Затем 5 налево. Прямо 150. Затем 4 направо. Такие прям шлепки грязи. Налево. 53 налево. 33 налево. Воу-воу. Так, а давайте посмотрим на повреждения. Так, если, допустим, прям вот со всей силы разогнаться задом. Не, ну, машина мнется. Да, мнется. Ну, конечно, не так сильно, как я думал, но этого достаточно. Ух ты. Стекло, причем не целиком разбилось, а только частично. Затем 4 И налево. спойлер тоже оторвался не целиком, а чисто одна его часть. И он дергается. Офигеть. 50. Ну Затяжной как? 5 налево. Так, а если... Да что? Если из салона сделать вид... Нет, тут стекла целые. Не, ну блин, повреждения. Мое почтение. 30 трамплин и 4 направо. Затем возможен полет. 50 длинный 4 направо. Так, ну все понятно с этим. Блин, офигеть, ребят. Что вы думаете по поводу этой игры? Напишите, пожалуйста, в комментарии. A few moments later. Итак, ребят, настало время проверить эту игру на руле. И я очень удивлен. Игра 2000 года, да, там 2001. И, блин, у меня получилось настроить руль вообще на изи. Это просто. Зашел в настройки, он сразу же определился. Никаких танцев с бубном, как в Need for Speed, нет. Все идеально настроилось. Даже можно настроить мертвую зону. Вообще идеально. И давайте продолжим наше ралли. Так, чемпионат. Загрузить чемпионат. Так, третий участок у нас. На фокусе мы поедем. Ой, у нас, кстати, тут повреждения есть. Мы можем тут отремонтировать. Но, в принципе, у нас не так сильно все повреждено. Так что пофиг. Погнали так. Старт. Так, сразу вид меняем. 1. Старт. 5 направо, затем 6 налево. Да, Затем 4 конечно, направо и 6 трамплин. нету обратной связи, Затем 6 налево и 6 но направо. 75 хотя бы руль налево, работает. Затем 6 направо, 34 налево. Сложный через трамплин. Воу-воу-воу-воу.
Так. Это начать этап заново. Так, ладно, давайте заново начнем. Загрузим наше сохранение. Непривычно так сразу сначала. Чемпионат за... Так. Загрузить. Как-то все быстро происходит, офигеть, я не ожидал. 1. Старт. Так, мне... я знаю, что нам надо сделать. Чуть-чуть поменьше угол надо поставить, потому что для этой игры слишком большой угол. Так, ну что, продолжить. 5 направо, затем 6 налево. Во. Затем 4 направо и 6 трамплин. Затем 6 налево. и Тут, 6 конечно, направо. рулем надо офигеть как 75 быстро налево, вращать. Затем 6 направо, 34 налево. Сложный через трамплин. 56 направо через трамплин и 5 налево. 55 налево, затем 5 направо. Тихо-тихо, блин. 56 трамплин. Сразу же повышается уровень сложности. 76 направо, затем 4 направо. Воу, да что? Да блин, ну реально, к рулю здесь надо очень привыкать. Привыкать надо к рулю. Сейчас, ладно, с третьей попытки, я думаю, мы за... С третьей попытки уж по-любому затащим. Три, два, один, старт. 5 направо, затем 6 налево. Затем 4 направо и 6 трамплин. Затем Короче, надо 6 почаще налево и тормозить 6 здесь. Направо. 75 налево, затем 6 направо, 34 налево. Сложный через трамплин. Но с видом из салона 56 здесь прям направо, через очень трамплин сложно и как-то 5 катать. налево. 55 налево, затем 5 направо. 56 трамплин. 76 направо, затем 4 направо. Много затормозил здесь. 75 налево. Налево, так налево. 56 налево. 55 направо. Сложный. 75 налево. Через полет. И 6 направо. Затем возможен полет. Чуть-чуть елок сбили. Окей. Фух. Но отрыв у нас здесь прям вообще минимальный. Все-таки на геймпаде здесь проще играть. На руле прям нужно постоянно крутить, вращать его. Но зато ощущения совсем другие. Здесь ты прям чувствуешь, что ты машину управляешь. Конечно, если бы работала еще обратная связь, то просто бы цены не было. Так, окей, давайте еще один этап скатаем. Следующий участок. 3, 2, 1. Старт. 4 налево. Затем 5 направо. 35 направо. Через трамплин. 30 полет. 36 налево. Тут с видом из салона прям скорость больше чувствуется. Затем длинный 5 налево. Затем трамплин и 6 направо. 35 направо. Затем 5 налево. Очень медленно этот этап проедем. Затем 4 направо. 34 налево. Точнее, участок. 53 налево. 33 налево. 55 направо. Затем 4 налево. 34 направо. Затем возможен полет. Давай, 50 давай. вытяжной 5 налево. 30 трамплин и 4 направо. Затем полет. Так и боялся этого момента, 50 что нас 4 тащит. направо. 50 длинный 4 налево. Затем длинный 4 направо. 55 налево.
Так, лидируем. 4 налево. 34 направо. 50 трамплин, затем 5 налево. Мало затормозил. Затем 5 налево. 36 трамплин, дальше грунт. И 5 налево. Через трамплин. И 5 направо. И 4 налево. 36 трамплин. Капец, блин, скорость здесь. Реально, только и успевай. Да, я далеко не раллист. 50 поворот, 3 налево, дальше гравий. 70 длинный, 4 направо. Да, я представляю, если бы в детстве у меня такая штука была, я бы просто офигевал. Все, финиш. Окей. Фух. Затащили. 2.35. Отлично проехали этап. Вообще шикардос. Так, пятый участок у нас. 80% гравий. Ну, давайте еще прокатимся. Ой, у нас прям покоцанный. Чё у нас больше всего покоцано? Подвеска? Да, ну подвеску надо бы починить. Так, подвеску починили. Кузов, ладно, хрен с ним. О, оси, во. Погнали. Пятый участок у нас. 3, 2, 1, старт. 55 направо, затем... Такие трамплин короткие и передачи у него. 50 полет. 50 полет. Да сколько можно полетов-то? Я что, летчик? 54 налево, через трамплин. 54 направо, через трамплин. 30 длинный, 4 налево. Налево. Я подумал, что направо. Возможен полет. Я просто его слушать не успеваю. 4 направо. 30 длинный, 4 направо. И возможен полет. Затем 5 направо. Через трамплин, затем 4 налево. 36 направо, затем поворот 3 направо, дальше грунт. Стоп, полет. Да. Но все равно мы этот участок быстрее проехали. 6 налево, 50 трамплин и 5 направо, затем 5 налево через трамплин. 73 направо. Блин, вот порой бывает, выносит тачку, и вот ты этого не понимаешь, что вот тебя сейчас вынесет. Затем длинный 5 налево через трамплин. 70 поворот, 2 направо. Срезай. Ну вот сейчас я вообще не ожидал, что меня снесет. Ладно, достаточно. На руле мы все поняли. Все понятно теперь, как играть на руле. А теперь затестим PS1 версию. A few moments later. Итак, ребят, теперь очередь PS1 версии. И смотрим, я не знаю почему, но тут немного другая цветовая гамма. Возможно, это из-за эмулятора. Но, возможно, она реально там такая. Поэтому, я не знаю, напишите, кто играл на PlayStation 1. Итак, давайте попробуем. Сразу же залетаем в гонку. Чемпионат, погнали. Новая игра. Любитель. Допустим, один игрок. Создать нового игрока. Так. Все. Ну, пускай это все так оставим. Слот карты памяти 1. Окей, так. Также на Ford Focus поедем. На ручной коробке передач. Welcome, Finland. Крупный гравий и грязь на трассе делает эту трассу одной из самых быстрых в мире. От колдобин и рытв на затяжных поворотах. Тут другой перевод. Волосы встают дыбом. Но правда за этим... Но ролики все те же.
Так, ладно, ролики пропускаем, это нам не интересно. О, это все то же самое, прям вообще. Также машина у нас тут в 3D. Ну, конечно, сразу видно, что графончик намного хуже, чем на ПК-версии. А так, в принципе, все то же самое. Только урезанный графон. Так как... Ух. Урезанный графон, так как и разрешение экрана у нас здесь явно меньше. Воу-воу-воу. Также есть повреждения автомобиля. Так, пробуем сменить вид. Да, вид из салона есть. Только вот приборная панель не работает. Но зато есть анимация, руль крутится. Это большой плюс. Посмотрите, даже антенна на крыше дрожит вся. Огонь из трубы, ну то есть эффекты присутствуют, повреждения есть. Только что-то, блин, как-то тут на ПК-версии как-то было поприятнее мне ехать. Что-то прям тут как-то, не знаю, или мне кажется, либо реально чуть-чуть физика другая. Ой, ну прям вообще. На ПК-версии я прям нормально тут ехал, а здесь... Такое ощущение, как будто машину... Машина как-то резче управляется. Да, и видите, дальность прорисовки очень маленькая, то есть все на ходу прогружается. Да, ну блин, это ж PS1, это консоль намного слабее, чем ПК, так что ругать ее не стоит, и тем более на... Мы ж все играли на стареньких телевизорах, там вообще наплевать, какая графика была, лишь бы игра интересная была. Так что не будем даже ее ругать, потому что даже на фоне остальных игр для PlayStation 1 здесь, я бы сказал, что топовый графон. Даже если сравнивать с той же Gran Turismo, ну, плюс-минус, эта игра, ну, точно не хуже. Искры даже при приземлении были. Офигеть, ну, то есть, ну, игра даже на плойке, на первой, смотрится хорошо. Итак, подведем итоги. В игре очень приятная физика и повреждения, шикарные звуки, особенно когда работает Blow-Off и звуки выхлопа. Визуальные эффекты тоже на высоте, отстрелы из выхлопной трубы, что даже, блин, лучше, чем в некоторых современных играх. Освещение, динамическая смена времени суток, вид из салона и анимации. Ну, а также настройка управления. Да, здесь без проблем можно играть на современных геймпадах, на современных рулевых колесах. Да, например, я играл на Trustmaster T300, и никаких проблем не было. Единственное, что только обратная связь не работала, но в принципе, может быть, на каких-то старых моделях она и будет нормально работать. Может, лично вот на этом руле такая проблема, не знаю. Вот. А что еще хочу сказать, что версия для PlayStation 1 тоже очень сочно смотрится. На фоне остальных игр там реально графика классная. Да и вообще, у меня только положительные эмоции об этой игре. А что думаете вы? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Очень интересно будет выслушать ваше мнение. Ну и, конечно же, напишите, играли ли вы в нее или нет. Всем огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, увидимся на следующих обзорах. Пока-пока.